Сегодняшний день снова потряс планету. Наводнения в Выборге и Махачкале, шторм и снегопад в Сочи, разрушительные пожары в Турции, землетрясения в Индонезии и целая череда наводнений и оползней по всему миру. Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Ночной ливень с грозой, обрушившийся на Выборг в Ленинградской области 18 сентября, привел к масштабному подтоплению города. За несколько часов выпала половина месячной нормы осадков 33 мм, что стало новым суточным рекордом с 2007 года. К утру 19 сентября ситуация усугубилась. Вода скопилась на Ленинградском шоссе, бульваре Кутузова, улицах Куйбышева и Батарейной, проспектах Ленина и Московском. На проспекте Победы 12 полностью затопило двор многоэтажки. Особенно сильно пострадали коммерческие объекты. На проспекте Ленина 11Б удар пришелся по пункту выдачи заказов, парикмахерской и соседним магазинам. Первые этажи одного из торговых центров полностью затопило. Около 600 жителей микрорайона Кировские дачи и прилегающих садовых товариществ остались без света. По данным метеорологов, осадки превысили расчетные нормы ливневой канализации, спроектированной десятилетия назад. Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. В город дополнительно была стянута спецтехника из Приозерского и Ломоносовского районов. Обильные осадки, обрушившиеся на Дагестан, привели к повторному подтоплению улиц в Махачкале. Это уже второй инцидент за 3 дня. Вода затопила ключевые районы столицы, а также города Каспийск и Сбербаш, превратив дороги в озера и парализовав движение транспорта. Сильный ливень начался вечером 18 сентября и продолжился в ночь на 19. Вода вернулась с новой силой, подтопив десятки участков, где ливневые стоки не выдержали нагрузки. Больше всего пострадали низины у Каспийского моря. В Махачкале зафиксировано подтопление дворов многоэтажек и частных домов, а в Сбербаше вода добралась до подвалов. С начала сентября в регионе выпало уже более 200% месячной нормы осадков. Как отмечают в МЧС, ливневые канализации, спроектированные десятилетия назад, не рассчитаны на такие нагрузки. Коммунальные службы Махачкалы работают в усиленном режиме. Определены 16 проблемных локаций от центральных проспектов до окраинных районов. За каждой закреплена бригада со спецтехникой для откачки воды и очистки стоков. Как сообщили в мэрии города, в Махачкале была приостановлена подача воды в Вузовское озеро, чтобы снизить приток в город по каналу имени Октябрьской революции. Мощный шторм с 5-бальными волнами и обильными ливнями обрушился на Сочи и федеральный округ Сириус 18-19 сентября, превратив популярный черноморский курорт в зону стихийного бедствия. За сутки в городе выпало 91 мм осадков или 70% месячной нормы, что привело к подтоплениям набережных, пляжей и дорог. Стихия разыгралась вечером 18 сентября и достигла пика в ночь на 19. В акватории Черного моря у берегов Сочи и Сириуса шторм усилился до 4-5 баллов. Приморская набережная частично ушла под воду. Из-за сильного ливня дороги в центральном районе временно затопило, автомобили с трудом преодолевали потоки. Шквалистый ветер повалил несколько деревьев и рекламных щитов, но серьезных разрушений инфраструктуры нет. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. На курорте Роза-Хутор выше 2300 метров выпал мокрый снег. Холодный фронт из Скандинавии, переместившийся через Центральную Европу, резко понизил температуры в западных районах России. В горах Сочи на высоте 2320 метров термометры показали около 0 градусов по Цельсию, что привело к переходу осадков из дождя в мокрый снег. Камеры наблюдения курорта зафиксировали первые снежинки вечером 18 сентября.
а к утру 19-го снегопад усилился на южном склоне, укрыв трассы Примула и Фиалка тонким слоем. На высоте 2509 метров осадки были наиболее интенсивными, но ниже 2320 метров снег быстро таял, переходя в дождь. Это самый ранний снегопад в этом году, опередивший прошлогодние даты на несколько дней. Пока внизу на побережье бушевал шторм, вершины Красной Поляны превратились в зимнюю сказку, вызвав восторг у любителей горнолыжного отдыха. Трагедия в Атлантике. 31-метровый мавританский траулер Тефре-3, принадлежавший совместному испано-мавританскому предприятию, затонул за считанные минуты после столкновения с огромным 105-метровым рефрижератором Right Whale у берегов Нуадибу. Столкновение произошло около 20 часов 4 минут по местному времени, когда траулер Тефре-3 находился в процессе сбора рыболовных сетей, ограничивающих его маневренность. В это время рефрижератор Right Whale, шедший под флагом Гамбии, врезался в правый борт траулера, пробив огромную дыру от главной палубы до киля. Экипаж траулера не успел развернуть спасательные плоты. После того, как суда рассоединились после столкновения, траулер накренился и затонул в считанные минуты. Из 26 человек экипажа удалось спастись 21. Как сообщается, 5 человек не успели покинуть судно. Почему траулер оказался на курсе рефрижератора, остается загадкой, расследование ведет жандармерия Мавритании. Ночь на 19 сентября в турецкой Алании превратилась в кошмар. Мощный лесной пожар, разгоревшийся в районе Демирташ, под порывами сильного ветра стремительно распространился на соседний Карбиджак, достигнув окраин жилых кварталов. Небо над популярным курортом затянуло густым дымом, солнце окрасилось в кроваво-красный цвет, а в воздухе повис запах гари. Возгорание вспыхнуло около полуночи в лесной зоне Али-Эфенди недалеко от Демирташа. Сильный ветер, дувший со скоростью до 30-40 км в час, подстегнул огонь. К утру 19 сентября он распространился на десятки километров, перейдя в район Карбиджак и приблизившись к жилым массивам. Власти в спешке эвакуировали жителей около 150 домов, в основном в Демирташе и Карбиджаке. Огонь охватил часть Демирташа и зашел в Карбиджак, где сгорели несколько домов и построек. Некоторые населенные пункты, оказавшиеся в огненных клещах, полностью выгорели. Жители в спешке эвакуировали скот, коров, овец и кур. К вечеру 19 сентября пожар охватил около 500 гектаров, но ветер ослаб, что дает надежду на локализацию огня. В тушении задействовано более 500 человек, десятки единиц техники и несколько вертолетов. Еще один крупный лесной пожар вспыхнул ночью 19 сентября в районе Куйчигис провинции Мугла на юго-западе Турции. Возгорание началось около полуночи в лесной зоне недалеко от села Акёпри в Куйчигизе. Сильный ветер, дувший со скоростью до 30 км в час, разогнал пламя по сухой растительности, превратив его в стену огня. К утру 19 сентября пожар распространился на несколько километров, охватив сосновые рощи и подступив к жилым массивам. По данным местных властей, огонь повредил несколько построек, но основные жилые зоны удалось отстоять. В целях предосторожности власти эвакуировали 173 жителей из 58 домов в зоне риска. Люди уходили с минимальным багажом, спасая скот и домашних животных. Эвакуированные размещены в временных центрах в Даляне и соседних селах, где им предоставлена еда, вода и медицинская помощь. Это не одиночный инцидент. За ночь в провинции Мугла вспыхнуло 7 пожаров, 4 из которых уже локализованы. 2 очага продолжают тлеть в Мелесе, и 3 в Куйчигизе. Землетрясение магнитудой 6,1 потрясло центральное Папуа в Индонезии, вызвав локальные разрушения в прибрежном городе Набира.
Землетрясение произошло в 3 часа 19 минут по местному времени, примерно в 28 километров к югу от Набира. Глубина очага составила 10 километров. Толчки ощущались в городах Манаквари в 330 километров юго-восточнее и даже в Порт-Морсби. В первые часы после землетрясения интернет и мобильная связь в Набире и окрестностях вышли из строя. К утру связь была частично восстановлена, но в удаленных районах проблемы сохраняются. По предварительным данным Национального агентства по борьбе с бедствиями, обрушились как минимум 2 жилых дома, главный мост города и пострадали несколько зданий, офис местной администрации, церковь и терминал аэропорта Набира. После основного события последовала серия афтершоков. К утру их было зафиксировано более 50, самый сильный из которых достигал магнитуды 5,1. Индонезия, расположенная на стыке 4 тектонических плит в Тихоокеанском огненном кольце, постоянно испытывает до 150 сильных землетрясений ежегодно. Набира, как зона повышенной сейсмичности, в прошлом не раз испытывала на себе и более сильные толчки. Один из самых активных вулканов мира, Килауэа на Большом острове Гавайев, продолжил свое эпизодическое извержение в кратере Халимау-Мау. 33-й эпизод начался в 3 часа 11 минут утра по местному времени 19 сентября после нескольких дней подготовки, в результате которой низкие фонтаны переросли в мощный выброс. К 3 часам 30 минутам утра фонтан лавы из северного жерла достигал высоты 150 метров, а к рассвету достиг пика в 210-240 метров. Как отмечают вулканологи, это самый высокий фонтан с 28-го эпизода в июле, когда лава взлетала на 300 метров. За 8 часов 57 минут извержение выбросило около 6,3 миллиона кубометров лавы, покрыв 2/3 дна кратера Халимау-Мау. Активность прекратилась в 12 часов 8 минут дня, фонтаны лавы угасли, сейсмический гул стих, а датчики зафиксировали переход от дефляции к инфляции, что говорит о наполнении камеры магмой и подготовке к новому эпизоду извержения. Остатки тропического шторма Мария обрушили на юго-запад США ливни с грозами, превратив сухие каньоны Калифорнии в потоки грязи и воды. Национальная метеослужба выпустила предупреждение о наводнениях для округов Лос-Анджелес, Вентура, Риверсайд и Сан-Бернардино. В горах Сан-Бернардино за 18 сентября выпало до 68 мм осадков, что превысило месячную норму сразу в 3-4 раза. Аналогичные значения зафиксированы также у Сноу-Крик в Риверсайде. В Хайленде улицы ушли под воду, жители эвакуировали из домов на лодках и вертолетах. В Юкайпе и Аукглене грязевые потоки высотой до 4,5 метров повредили дороги, линии электропередачи и дома. Сообщается о разрушении 21 дома в Аукглене и нескольких строений в Форест-Фоллс. Грязевые массы заблокировали ряд дорог, десятки машин застряли, часть из них была унесена потоком. В Барстоу наводнение унесло машину с отцом и 2-летним ребенком. Поиски последнего продолжаются с участием полиции и семьи. Тысячи жителей в пострадавших районах остаются без света из-за обрывов линий электропередачи. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Аукглене и Форест-Фоллсе, эвакуировав десятки семей. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, ведется разбор завалов и восстановление электроснабжения. Катастрофа обрушилась рано утром 18 сентября на Нанданагар, в округе Чамали, в индийском штате Уттараханд. За сутки выпало около 150 мм осадков, сильный ливень спровоцировал оползень и подъем уровня реки Мокша, погребя под обломками дома в селах Кунтари-Лагафали, Кунтари-Лагасарпани, Сера и Тхурма. По уточненным данным, погибли 7 жителей, 2 обнаружены 18 сентября и 5 – 19, когда спасатели разбирали завалы. Из 14 человек, считавшихся пропавшими накануне, 6 все еще не найдены. В момент удара стихии в домах находилось около 20 человек.
Всего разрушено не менее 40 зданий, пострадали магазины и фермы. Дорога в Нанданагар заблокирована обломками, электричество отключено. Регион уже страдал от проседания грунта в августе, трещины на стенах домов заставили эвакуировать сотни жителей в безопасные зоны, но многие вернулись, не дождавшись ремонта. Тысячи жителей Мемфиса в районах Мидтаун и Даунтаун оказались без света во вторник из-за пожара на подстанции. Неисправность в сети привела к возгоранию, что в свою очередь вызвало цепь отключений, затронувших Мидтаун, Даунтаун, Северный и Южный Мемфис. Без света остался и зоопарк Мемфиса, десятки людей застряли в лифтах многоэтажек, остановилась работа магазинов и заправок. Пожарные к 15 часам 15 минутам полностью ликвидировали горение, а к 20 часам энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение. Холодный фронт из Черного моря принес в горы провинций Артвин и Ризе обильный снегопад. Снегопад начался вечером 18 сентября и усилился ночью на 19. Температура в горах упала до 0 градусов по Цельсию. По данным турецкого государственного метеорологического управления, осадки в виде мокрого снега затронули плато Аюдар и окрестности Артвина, включая национальный парк Качкар. Выше 2000 метров в Качкарских горах и на плато Аюдар, Каврон и Авид выпало от 5 до 10 сантиметров снега. В результате непрекращающихся дождей и паводковых вод из Индии в уезде Джинайгати в округе Шерпур в Бангладеше прорвало противопаводковую дамбу на реке Махараши. Затопило около 15 деревень, повреждена дорога Джинайгати-Шерпур. Потоками воды смыты десятки домов и рыбоводных прудов. Сотни жилых домов затоплены, более 100 гектаров посевов риса потеряны. Местные жители обвиняют подрядчиков в некачественном ремонте дамбы, выполненном месяц назад. Власти сообщили, что ведутся восстановительные работы и подготовлены меры по оказанию помощи пострадавшим. Сильные ливни, обрушившиеся на столицу Гондураса, привели к выходу из берегов рек Чолутека и Гуасукиран, вызвав подтопление в нескольких районах. В Тегусигальпе выпало до 75 мм осадков за несколько часов. Река Чолутека, протекающая через центр города и разделяющая Тегусигальпу и Камайгуэлу, вышла из берегов, затопив низины в колониях Бетания и Лас-Бриса. В Лас-Минитас вода проникла в дома, но жители успели заблаговременно эвакуироваться. В Кисадо, у холма Хуана Лаиниса, порыв ветра свалил дерево, которое обрушилось на машину и повредило электросети, оставив на несколько часов без света сотни домов. По данным местных властей, из-за непогоды пострадали не менее 15 населенных пунктов. Центральная комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила уровень тревоги для департаментов Франсиско-Морасан и Ла-Пас, предупреждая о возможных оползнях из-за насыщения почвы. Друзья, наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь и увидимся уже завтра. Нам будет еще о чем рассказать вам.